Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Plants World. Сегодняшнее видео посвящено не только спатифилуму, но и орхидеям, антуриуму и очень-очень многим другим нашим комнатным растениям. Для них это будет очень актуально, а именно для цветения. То есть цветущим растениям наша подкормка будет сегодняшняя очень полезна. И меня часто спрашивают, говоря, если про спатифилум, часто в комментариях возникают вопросы, а как же долго может это растение вообще цвести, если ухаживать за ним идеально правильно, использовать регулярно подкормки, все условия соблюдать, то как же растение может цвести при всех этих идеальных условиях? А ответ тут очень простой. Растение может цвести весь год, но есть особенности, такие как перерывы между этим цветением весь год. То есть у кого-то эти перерывы могут быть всего лишь пару недель, а у кого-то они могут быть аж полгода и более, а у кого-то вообще растение за год может не дать ни одного цветка. Почему же так происходит? А все дело, конечно, в уходе и в правильном внесении регулярным подкормок. Именно этим мы с вами сегодня и займемся и попробуем приблизиться к этой цели цветения целый год, круглогодично, поэтому прямо сейчас оцените это видео, чтобы больше людей узнало про этот рецепт и применило его, их растения цвели. Это вам ничего не стоит, а очень полезно. Начинаем прямо сейчас. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе что-нибудь вкусное и приготовим наше средство. Как вы уже видите, вот один всего лишь лук нам понадобится, обыкновенный. Кожуру мы очищаем, и она нам сегодня пригодится. Она у нас тоже будет как часть для нашего средства сегодняшнего. Хорошенько ее счищаем. Кожура у нас содержит просто массу полезных элементов. И пока чищу, расскажу вам еще, в чем же смысл именно кожуры луковой для нашего удобрения, как ингредиента. А смысл в том, что это удобрение помогает повысить иммунитет растений. В случае с кожурой она содержит в себе много витаминов, микроэлементов и, самое главное, фитонцидов, то есть тех веществ, которые борются с грибковыми всякими заболеваниями и прогоняют вредителей, что очень актуально, очень важно в начале, перед началом лета, когда активируются, можно так сказать, все живые существа, начинают налетать к нам в окна и пытаться навредить нашим растениям, точнее, они пытаются питаться просто, но нам это совсем не нужно. Поэтому кожура поможет нам прогнать. И лук сам, в принципе, тоже. Сейчас, как вы видите, я просто нарезаю довольно мелко, стараюсь нарезать лук ножом. Можно будет использовать второй вариант. Помимо этого, можно его натереть на терке. Он тогда будет более мелкий. Тут просто кому как хочется больше сделать, но результат будет примерно одинаковый. И в одном случае, и во втором. Помимо защиты от вредителей и грибковых всяких неприятных заболеваний, очень будет полезно для состояния корней, для обогащения почвы витаминами и микроэлементами, которые сейчас так важны в период начала активного роста, а уже и не начало, наверное, продолжение, потому что уже хорошенько так потеплело, растения начинают более активно впитывать питательные элементы. Вот сейчас я вторую половину решил для наглядности натереть на терке. Мало ли вдруг кому-то будет лучше такой метод, хотя я с ножом бы метод предпочел. Вот здесь уже отложенная у нас кожура наша, мы ее не выбрасывали, разумеется, ведь в ней столько пользы. Но в самом луке еще больше полезных элементов. Его можно уже, я считаю, и нужно также, конечно, использовать не только кожуру, как многие знают этот рецепт. Лук стоит использовать в первую очередь потому, что в нем очень много таких микроэлементов, как кальций, железо, калий, которые очень легко усваиваются растениями. И это те самые элементы, которые способствуют их здоровому развитию. А пока мы с вами нарезали, подготавливали лук, я закипятил уже, заранее поставил кипятиться воды. Она у нас до полного кипения не доходила, просто были маленькие пузырьки появлялись. Не стоит воду сильно кипятить, так как, в принципе, это и для человека вредно пить кипяченую воду, и для растения, потому что из нее выходит уже, она становится, можно сказать, не живой. Такая вода становится уже своего рода опустошенной. Поэтому лучше ее доводить, если не нужно ее дезинфицировать, просто до маленьких пузырьков. Теперь вот такую банку мы оставили настояться на 3 часа, где-то так. Можно чуть меньше, можно чуть больше, не принципиально. Мы видим, как у нас цвет сейчас выглядит.
питательные вещества лук отдал воде, очень большую часть их, и теперь нужно обязательно все это хорошо процедить и налить в литр воды, чистой воды. У нас здесь получается пол-литра концентрата, вот была банка пол-литра, и половину от этой банки примерно налили в литр воды еще. То есть ее нужно целиком на 2 литра разводить, если обобщить это все дело. Применю сегодня на орхидее это средство, чтобы тоже можно было наглядно, понятно, потому что всегда применяю только на спатифилами, а ведь многие люди хотят применить и на других растениях. Не у всех же только спатифилумы, и для наглядности будем использовать на орхидее. Важная особенность луковой подкормки. В нем еще содержится каротин. Это природный антиоксидант. Он улучшает выносливость растений, то есть защищает от всяких наших, в том числе с вами, ошибок в уходе, случайных каких-то недосмотров. Защищает от негативных воздействий окружающей среды, что очень важно. Также летом эти воздействия могут быть более опасны, ведь растения зачастую стоят рядом с открытым окном, не так, как зимой, и могут даже многие стоять на улице, так что все эти эффекты сейчас очень важны. И с таким удобрением мы можем даже смело выставлять у кого, кто живет за городом, выставлять и в сад, кто хочет растения. Я знаю, некоторые люди такое практикуют. Тоже, надеюсь, вам было интересно и полезно. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями. Это очень-очень важно. Очень благодарен всем, кто это сделал. И увидимся совсем скоро. А пока можете посмотреть мое прошлое видео. Там тоже очень полезную подкормку мы с вами приготовили.